Привет, друзья! Сейчас мы с вами едем в забытую деревню под названием Гробково. Я взяла с собой металлоискатель, и я знаю, что там есть пару заброшенных домов. Наверняка вы тоже любили в детстве лазить по старым заброшенным домам, поэтому помчали с нами покопать металл и, может быть, полазим по старым домам. Go! Отчего такое название, непонятно. В детстве, когда я слышала это название Гробково, конечно же, все ассоциации были с гробами. Она была буквально через поле у нас, через поле от моего дома. Сейчас там никого нет, и много заброшенных домов. И единственный только дом один есть. Блять! Единственный дом один есть, когда я только приезжаю, там люди, там папа москвичам что-то помогал строить. Вот, там одни москвичи, но они тоже такие ребята интересные. Вот, хотели найти уединение от мира всего и поехали туда, в Гробково. Вот уже домики виднеются. Там вот озеро, вот мы сейчас подъезжаем к озеру и к дому, который остался один-единственный. Удивление, тут все-таки еще облагорожено, кто-то распахал возле этого озера все. Ну вот единственный дом, который, да, где есть жизнь, а все остальное там, прям рядышком все это уже заброшенные дома, будучи в прошлом большой такой насыщенной деревни. Хочу заделиться с вами своей музыкальной колонкой, которая у меня есть в ней. Вы видели вот такую музыкальную колонку? Техника работает. Да, в этой не сами веди раскопки. Возле озера прям. О, нашла что-то внутри. Приятно. Я такая, у меня вот тут есть что-то. Это от печки, наверное, когда вот печки были в деревнях, и вот на чем готовят, такая пластина, они, наверное, сажались такие, как кружочки, я так думаю. Хотя не, они обычно плоские, а тут вот тут такая вот прям пластина есть. Прикольно. Так, закапываем ямку. Ну или, возможно, мы наткнулись на исторический пончик каменного века. Вот видите, друзья, тут все-таки эти пейзажи, они остались, то, что цветет дерево прям пышным зеленым цветом, а у дома уже никого.
И там висят какие-то старинные крючки, старинные заборы. Вот казалось, что буквально лет 10 назад, как будто бы здесь еще была жизнь. И вот я так замечаю, что буквально 10 лет для деревни, она колоссально меняется. И остается вот такое вот. Да, вот тут светики, все еще возле дома, еще видна жизнь, но на доме висит амбарный замок, значит нельзя. Но где замок, я туда не пойду, честно говоря. Если замок, то нельзя. Я пойду туда, где замка нет. И вот тут окна еще ведь застекленные, то есть по ним еще видно, что как будто бы жизнь есть. Но я точно у своего бати спрашивала, что как бы дома не жилые, все там, где-то бабушка умерла, где-то уже никто сюда уже действительно не приезжает, поэтому как есть, так и есть. А сзади, кстати, там подвал, там большой кирпичный подвал. Он какой-то стрёмный, я не знаю для чего тут, как он обычно проходит. Но он такой прям кирпичный подвал. Что там, типа погреб, это хранили там картошку, что ли, или что? Как, ну, типа, или пленников, он какой-то прям страшный такой подвал. Там лавочки. И запах такой прям, знаешь, старины такой, запах пыли, запах. Я не могу описать как-то. Я просто в детстве очень любила лазить по старым домам, по старым деревням, поэтому для меня это как будто бы запах детства. Да, все-таки дождь усиливается, и я предлагаю зайти в один из домов, где двери открыты, ребят. Немножко переждем дождик. Честно говоря, конечно, страшновато заходить в такие дома. Тут еще лестница есть, которая ведет на чердак. На чердак я не рискну залезть, конечно. И вот тут шкаф, буквально пальто висят на вешалке, ботинки. Как будто вот сейчас их тоже будут надевать. Ботиночки какие-то. Какого года газеты, интересно? Так. Газета-то, да, 2007 года. То есть, видимо, в 2007 году здесь жизнь была еще. Пойдем внутрь. Так, а вот тут уже разрушенная печка. Вот она, российская, русская печка разрушенная. Так, это еще и пол сломанный. Ну, пойдем, пройдем все равно. Здесь нормально, здесь банка огурцов стоит. Смотрите. А? Вот, знаете, вот это вот чисто, наверное, гостеприимство. Заходишь в дом, а там тебя на столе ждет. Даже в заброшенном доме тебя ждут в гости с баночкой огурчиков. Не удивлюсь, что где-то здесь еще и будет водочка. Дегустировать будешь? Не, дегустировать не буду. И посмотри, тут еще такая икона старинная прям. Ну, типа, знаешь, не старинная, а как будто, ну, видно, что когда она самодельная, то есть в старину делали иконы. То есть вот ее еще делали прям, ну и прям баночка огурчиков, да? И вот когда-то ведь ее кто-то... И вот когда-то же эту баночку огурчиков еще кто-то закрывал и оставил. Тут каким образом она вообще тут осталась? Я думаю, ну она же стерильная, это же консервированная банка. В памяти все поставь, где взяла. Пусть стоит, ждет своего часа. Здесь, кстати, еще сзади тумбочка такая интересная, тоже она прям старинная. Вот, видимо, фотография тех... что-то у меня на пальце. Фотография тех, кто здесь жил раньше. Вот тут девушка, блондинка. Что такое шкаф? И тут фотография. Да, ведь раньше же, ребята, у многих, наверное, были такие... Там у дедушек видели вот такие вот фотографии полукругом на этих. Были раньше в старину. Открываешь, и прям вот такие вот лодочки. То есть там прям что-то хранили. И все тут вот куча в этих вот емкостях. То есть ты покупаешь тумбочку со всякими разъемами. Что-то есть еще интересное. Есть чемодан. Старинный чемодан. Смотрите, вот он чемодан такой, видимо, с вещами. Здесь, походу, смотри, такой, типа, красивый старинный лифчик. Блин, ну это интересно.
Ну смотри, какие они такие были, типа, с кружевом. Смотри. Да, то есть сейчас же таких лифчиков нет. Слава богу. А газета, смотри, «Сельская жизнь». Просто. Центральному комитету КПСС, президенту Верховного Совета СССР, Совету министров СССР. По полной норме. Боевые задачи дозорных. Газета «Сельская жизнь». Основана в 918... она 1984 года. Цена 3 копейки. 1984 год. И тут вот сельчанка, тут вот доильный аппарат нарисован, да? Как вот тоже в старинных фильмах, типа, дед такой сидит, газету открывает, как открыл. Как они тут читали? Такие тексты огромные просто. Пламенный революционный Че Гевара. Его имя известно всем людям планеты. У врагов оно вызывает трепет. Короче, тут стоит такой большой чемодан. Я боюсь его открывать руками, я его открою палкой. Там видно нормально? Если отсюда сейчас выскочит чупакабра, ребята, я не виновата. Тут какие-то шторы. Да, тут шторы. Да, вот как хранили раньше, да, всякую старину. Или это платья свадебные. Нет, это шторы. Ну, закроем. Только именно это было одно и то же. И вот тут тоже классный старинный чемодан, смотри. Ну, сундуки. А на печке, как и вот всегда сохранилось, то есть какое-то одеяло там, да, лежит, что-то такое. Здравствуйте! Добрый день. Что вас беспокоит? Я вас не слышу! Сейчас слышно? Вот так немного слышно. А есть что-нибудь получше? О! А вот так-то вообще отлично слышно. А сколько с меня? Нисколько, это подарок. Прям серьезно? О, спасибо большое, вы чудо-врач. До свидания. Ой, тут уже у нас посветлее. Тусовочный диско-шар. Да, ну, судя по тому, что здесь ничего нет, побывали тут уже без меня в этом доме. Что у нас тут есть? Тарелка. Тоже старинная, интересно, типа цена. Ну да, цена 60 копеек. Такая вот тарелочка. Так, что у нас тут есть? О, ребятки. Это же знаете, как эти грамоты, все хранили, да, здесь получается. В поход за культуру села, паспорт, Ульяновская район, Калужская область, сельсовет, деревня, как я и говорю, куда мы приехали, деревня Гробкова написано. Объект, дом. Это паспорт на дом, 1969. Поздравляю, дом теперь твой. Я с паспортом на дом. Можешь начинать уборку. И вот какие-то самые, смотрите, грамоты, получается, старинные, туда вот какие были. Почетная грамота. Добьемся высокой продуктивности полей и ферм. 1986 почетная грамота. Здесь жила, видимо, Проничкина Мария Васильевна, доярка колхоза, Красный маяк. Красный маяк, да, это когда вот тут был колхоз. Победителю социалистического соревнования под девизом 21-й съезд КПСС, ударных декад. И, конечно же, портрет и Ленина. Не Сталина, да? Я правильно сказала? То есть с цветками. Еще грамота. И да, и везде, смотрите, вот везде получается... Стэтхэм странно, да? Да не Стэтхэм. Везде портрет вождя. Вот, грамота в грамоте. И тут везде фотография, и тут фотография. Да сколько можно этих фотографий? Ну, как в душу смотрим, Это да? вместо плейбоя. Тогда был один секс-символ.
Я вот просто смотрю, вот на него посмотрите, как в душу смотрит, согласитесь? Просто смотрит в душу. До сих пор. Года идут, поколения меняются, президенты не меняются, но он все так же смотрит в душу. Так, а это фотоальбом. Тут еще корабль такая прям, типа, ну, выпирает, выпуклая гравировочка. Ну, в фотоальбоме ничего нет, к сожалению. Пустой фотоальбом. Фотоальбом был, фотоаппарата не было. Новогодняя открытка. Смотрите, какие были милые новогодние открытки. С Новым годом. Родной племянничек Толя, поздравляем тебя с праздничным Новым годом. Желаем мы тебе самого наилучшего, в лучшей жизни успехов, в учебе, чтобы ты учился в 74-м году на одни, не на двойки, а на четверки и пятерки. Твой дядя, тетя Лена, Митя. Короче, дядя и тетя Лена и Митя. Классно, 74-й год, когда мой батя родился. Тут еще есть вода, и я так понимаю, что это святая вода, которую люди набирали и ставили в уголочек. Вот, ну, оставим тоже это здесь. Рамки. Все. Брать с собой ничего не буду. Возьму только палку, которую, если что, буду чупакабру отпихивать. О, вот и солнышко уже выглянуло, дождь подутих, поэтому снова пойдем покопаем. Переждали. Спасибо дому. Надо закрыть дверь. Тут еще такая старинная закрывашка, так, типа чик, повернул и все. Надеюсь, духи этого дома на нас не обидятся. Мы ничего не брали, только посмотрели, потрогали баночку огурчиков. О, вот тут уже такой звон монетный, 30. Давай лопату, будем копать. Так. Ой. Да, это банка. Мне же батя говорил, что они звенят так же, как монеты. Черт. Все, звенит. Звездочка. Какая? Это от техники, да, какой-то? Тяжеленькая. Ну, прикольная тоже. Видимо, когда здесь эти уборочные работы шли, от техники какой-то. Тоже возьмем. Хоть не банка. Закапываем ямочку. Пойдем туда, там яблоки хорошие. Предлагаю перекусить. Они прям такие сочные. Фига себе, как тут красиво, столько яблок. Нужно было с собой что-то взять, набрать. Прям целая ветка. Какие ароматные. Так, я возьму с земли. Они-то будут поинтереснее. Лови. Что-то не поймал. Ты же видел. Офигенные, настоящие яблоки. Не то, что из эти магазинные. Супер. А это уже кислое.
мне лучше. Смотри, сколько там их валяется, да? Классно. Да, вот все-таки ты говоришь свои сараи избирать. Там еще дом заброшенный, пойдем в него залезем. Что это за крючок? Что-то знакомое? Чего это крючок, ребят? Не знаю. Оставим. Такое украшение, а потом. Прям вот возле дома. Вообще, да, если копать так возле домов, то бытовой такой вещи вообще очень много будет. Сейчас такое прям палящее солнце. И чуть-чуть капает дождь. Или уже не капает. В общем, ладно. Я тут нашла. И, оказывается, в старой деревне даже интереснее просто лазить по заброшкам, чем копать рядышком тут. Но пробовать я эту ягодку не буду. Это вроде бы не калина. Не знаю, что это. Но выглядит очень аппетитно. Там туча идет, огромная туча. Я думаю, что сейчас дождик бомбанет. И нам опять нужно будет пережидать где-то его в каком-нибудь из старых домов. Например, вот в этом. В заросшем парке стоит старинный дом, забитые окна, и мрак царит вечно. Вы видите, просто солнце светит и идет дождь. Какая туча вообще. Он еще все сильнее и сильнее. Давай, сила природы. Так, я думаю, пора уходить, прятаться в этот дом от дождя. Реально как в песне. Забиты окна, и мрак царит извечно в нем. Окна заколочены, черт. Но интересно, пойдем. Все-таки я прорублю дорогу через крапиву, просто все в крапиве, просто. Это то есть как бы дорога есть, но она вся в крапиве. Вспомним ролик о том, как мы боролись с борщевиком. Просто себя чувствую, как будто сейчас мне лет 9. Просто я такая, что-нибудь найти, сейчас мамка заругает. Вернуться скорее домой, такой азарт. Так крапиву бить, такой азарт, еще палкой, лопатой, ну что противная крапива. Ну крапива какая. Иностранцам, наверное, не понять всю любовь русских бить палкой крапиву. Хотя, возможно. Да, пардон. Камера что-то заляпанная. Тут была терраска, она, видимо, все уже упала. Зато есть грибочки. Сейчас я. Грибы. It's a mushroom. Так. Завоевано. Come on. Такое ощущение, как будто бы я здесь была.
ну, в принципе, по самой конструкции дом такой же, да, то есть ты заходишь, с правой стороны у тебя там сразу же печка на том же месте стоит, а тут какой-то закуток, то есть они прям реально были построены как будто по одному какому-то типажу. Все в этих плакатах каких-то старинных. Что за плакат? Мы из джаза, смотри. В главных ролях Игорь Скляр. Сценарий Бородинского, мы из джаза. А год какой интересный, музыкальная кинокомедия. Прикольная такая афиша, где-то понабрали, все обклеили афишами. Да, смотрите. Это актеры российские тут. Так, здесь было подсобное что-то такое. Опа. Может, это самогон? Может быть, мы нашли с вами старинный самогон? Смотрите-ка, ну-ка, 96% алкоголя. Так. Сейчас мы это попробуем. Ну, точнее, понюхаем хотя бы. Ты глянь, она шипит. Может, это яд вообще какой-то? Может, это какая-то соляная кислота? Она же так не должна шипеть. Я так предполагаю, что вся водка превращается в супер ядовитый раствор. О мой бог! Слушай, это странная жижа. И непонятно, что за страна, производитель, да? Тут как бы, ну это не Россия. Непонятно. Поставим обратно, на случай. Вы прикиньте, там нас ждала баночка с огурчиками, здесь нас встретила бутылочка финского спирта 96%. А с нами пусть дальше встречает гостей. И так прикиньте, типа какой-то дед такой жил, там от бабки прятался, такой типа, заныкал 96% спирт. Ну, какая-то книга там интересная. Сейчас, подожди. Интересная какая-то книга. Сапог. А, это тоже фотоальбом, но он без фотографий. Да, это тоже фотоальбом, но без фотографий. Да, здесь пусто. Здесь ничего интересного. Спускаемся. Смотрите, какая терочка старинная. Тоже такая, да? Сейчас таких не делают уже терочек. Какая здесь газета какого года? С этими газетами, видимо, еще дед печку топил. Это у нас газета 82 года. Советская Россия. Имя памяти. Какие-то чупакабры нарисованы. Ходят слухи о сластухе. Смотри заголовки. Ходят слухи о сластухе. Капец текст. На этот раз с родины мы так толком и не поговорили. Ровно в полдень он подкатил на мотоцикле с коляской к дому и, давая понять, что дорога каждую минуту прямо с порога, позвал: «Валюша, в больнице ждут». Валя, жена его, подхватила на руки прихранившего трехмесячного. Это тоже какие истории, да? На мотоцикле с коляской такой раз подъехал, куда-то повезли. Забавно. Отдел Ленина. Рам-пам-пам. Адрес. Москва. Улица Правды. Москва, улица Правды, 24. Это не там, где мы в бар ходили? И где сейчас находится российская газета? Помнишь? Да, по-моему, сейчас Москва, улица Правды. Надо потом посмотреть, что по этому адресу. Да, вот интересно, что сейчас с этими людьми. Вы так держишь в руках фотокарточки, когда-то кто-то их только распечатал, только получил, радовался, и теперь вот тут они лежат. Мой размерчик.
вот что я нашла. Тоже старинные гребешки такие, да? Которыми расчесывались женщины. И то ли как ободок их оставляли, или как расческу, если я не ошибаюсь. Гребешок называется. Так, а там что? Так, а здесь дед такой, например, выходил в туалет сельский где-то, может быть, прямо здесь, и делал свои дела. А там вон яблоньки и прекрасное небо. Несмотря на дождь, вообще здесь очень красиво. Там очень много яблонь, там вон речка, там пруд. Тут идешь просто по крапиве, да, по крапиве, ну ладно. Вот, и как-то так обидно на душе, ой, по микрофону, прям так как-то обидно на душе, как-то тоскливо, что все, когда-то здесь был смех, здесь была жизнь, а теперь здесь ничего нет. И вот только приезжаю я, что-то полазию, и все. И либо люди за яблоками приезжают сюда, за грибами. Вот такая вот уходящая, российская, русская, погибающая деревня. Так мы, короче, полазили по заброшенной деревне Гробково. Из заброшенных домов брать ничего не стала, конечно. Единственное, что взяла то, что накопала. Это какую-то штучку от ведерка как будто или что, я не знаю, тоже напишите в комментах, если вы знаете, что это. Звездочка от какой-то техники. Тоже интересно, от чего это, ребят, напишите. И вот круг, такой вот металлический круг. Окей. Я... Что сказать-то, блядь, я не знаю. Когда лазишь по заброшенным деревням, ощущаешь себя вне времени, вне пространства, тоже думаешь, какое-то прикосновение к истории. Хотя какая там история, да, скажете вы, какой-то мусор, какие-то заброшенные дома. Но мне это очень интересно, и я бы хотела сейчас съездить в деревню Шваново, откуда я родом, кстати. Там тоже буквально один дом остался жилой. Но когда я иду по той деревне Шваново, меня просто одолевают родные чувства такие. Поэтому, ребят, кто, может быть, жил в этой деревне Гробково, может быть, вы сейчас узнаете, посмотрите моим видео и скажете, да что ты по моему дому шастала вообще. Вот, кстати, не исключено. Поэтому, сори, ничего не трогали, ничего не ломали. Спасибо за просмотр. Я думаю, что особенно это будет интересно моим зарубежным подписчикам посмотреть, какая она умирающая русская деревня. Вот такая. Пока-пока.